Львы, кошаки мои любимые, смотрим ваш таро-прогноз на август. Давайте будем посмотреть, что интересного вам хотят карты передать на август. Какие события, какие что-то может предупреждения, что у вас может произойти, на что обратить внимание и т.д. и т.п. Итак, у меня здесь 5 колод карт. Из каждой колоды мы достаем по 2-3 карты и разбираем по молекулам, что нам надо знать. Начинаем мы 78 дверей, всеми любимая. Погнали смотреть. Львы. Август 2025. Красота. Так. Ой, это не башня. Какая башня? Тройка жезлов. Тройка жезлов говорит о том, что вы готовы начать что-то новое. Львы готовы, я не знаю, знаете, в команде работать, к чему-то готовиться, может, новый проект открываете, может быть, в новый коллектив переводитесь, куда-то что-то будете новое начинать вместе, совместно, к чему-то готовиться, знаете, у вас такое или состояние, или событие такое произойдет, где вы готовы что-то вот менять, что-то новое, что я готов рветесь вперед. Здесь он стоит возле маяка, обратите внимание, видите, и машет, чтобы его увидели, чтобы его заметили, обратили на него внимание. Вот это у вас будет, может, резюме куда-то будете какие-то отправлять, знаете, может, проекты какие-то будете пробовать, может, ну, что-то такое, какое-то у вас будет движение, желание начать что-то новое. Так, еще. Да, и здесь Паж кубков. Паж кубков — это такое состояние, знаете, начала, может, какой-то влюбленности, может, по отношению к вашей новой профессии, работе. Это когда только зарождается, только начинается, вы только еще изучаете, вам нравится, не нравится, делать, не делать, быть или не быть, знаете. Но это такое что-то вот чуть-чуть подвешенное состояние по пажу, потому что это только начало, но оно вот вам откликается. То, что вам откликается, вам это нравится, и вы этим занимаетесь, вы пробуете еще, изучаете, знаете, так, осторожный подход с большим интересом. Следующее — это глаз, следующее, Таро, как она, господи, колода, глаз Акаши, забыла, уже рот заплетается, язык заплетается, все расплетается. Так, ой, десятка жезлов. Это вот прям нарисовано, видите? Тяну все на своем горбу. Сил тянуть, конечно, хватает, все как бы нормально, но уже подзамахались. Состояние такое, что уже усталость у вас идет, да? Идет такое, что вот сколько можно это тащить. Взгрузили на себя, очень дофига взгрузили. Каких-то обязанностей. Да что оно сегодня? Ну, каких-то обязанностей, каких-то дел, может быть, по быту, знаете, вот это вот все вместе у вас вызывает такое состояние прям, может, новый проект, сильно за все хватаетесь, и у вас такое состояние усталости прям уже идет, чуть ли не физическое, может, не хватает времени, не хватает часов в сутках, знаете, можно вот так вот выразиться. Поэтому аккуратнее, сильно себя не нагружайте чересчур. Зачем вот это рвать энную точку, как говорится? Ой, выскочила мне тут карта. Сила! Вот вам и здравствуйте. А сила говорит, что дури у вас хватит, львы, на все. И тут еще и лев, видите, ну тут такой что-то полулев, вообще всегда лев изображен на карте. Ну тут какое-то такое чудо непонятное. Вот, но силы у вас хватит. Будет тяжело, но силы хватит это все вытянуть. Поэтому вот это предыдущее, что вам сказала, не нагружайте, можете нагружать. Все нормально, все работает. Можете грузить себя по полной, силы, дури у вас хватит, чтобы вывести все, львы. Вот так. Следующая колода Таро миллениалов. Таро миллениалов. Сейчас посмотрим, что эта колода скажет интересного вам. Так, львы. Императрица. Ага. Попалась какая девчушка. Императрица — это опять про начало. Вот у вас сначала, смотрите, там десятка жезлов, да, что вы навалили на себя кучу обязанностей каких-то. И тут же у вас выходит сила и императрица, которая говорит, что вы все получится у вас. У вас хватает и внимания, хватает сил, то есть каждому дать, что ему надо. И на семью хватает, и на работу хватает. И если вы бизнес какой-то там себе что-то начинаете, на это тоже у вас все хватает
сил ваших, каких-то, я не знаю, ресурсов, может, ремонт какой-то захотите затеять, знаете, или, я же говорю, дело какое-то свое начать, то у вас будет вот такое состояние. Может, вы элементарно возьмете домой какого-нибудь щеночка или котеночка и будете им опекаться. Тоже эта история сработает. Так, еще. Львы, август. Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей это про, понятное дело, заработок, про движение, про то, что деньги будут приходить. И я бы сказала, это, знаете, такое прокладывание пути к зарабатыванию денег. Это когда вы прям вот знаете четко, чего вы хотите, знаете, что вам надо делать, знаете, вот если это, к примеру, взять там ремонт вы делаете, вы знаете, вы не будете дизайнеров каких-то нанимать, вы сами знаете, что вы хотите, куда, в какую эту самую. Точно вот так и работы касается. Если вы будете что-то свое начинать по императрице, то по рыцарю вы точно будете понимать, что вы хотите, куда вам это надо, будете понимать, сколько куда денег, то есть у вас вот четкая как-то структура будет в этом всем. Вы это выкраивается такая, понимаете? Не будет такого, что ой, денег не хватает, ой, не знаю, тут надо сэкономить. Нет, вам на все будет хватать, на все ваши хотелки, на все ваши желания в августе, потому что по вот этому рыцарю у вас вот четкое какое-то определение такое, знаете, что я вот знаю точно, чего я хочу, чего я стою, я знаю, какой мне прайс поставить, я знаю, сколько стоят мои услуги, я знаю вот такое вот состояние. Класс, супер. Следующая колода, это у нас 78 историй. То было 78 дверей, теперь 78 историй. Так, смотрим, что эта колода сейчас скажет львам. Что там у нас? Дурак. Ой, посмотрите, тут даже лучше не описать, да, эту карту, гляньте, оделся космонавт, пошел пошел космос покорять. Карта «Дурак» — это карта начала, карта нового. Но здесь она советует вам, львы, не сильно, знаете, вот прям подвергать себя вот этому контролю. Немного надо рисковать. Это карта про риск, про самоотдачу, такую вот, которая, знаете, делайте, вот наслаждайтесь моментом. Это когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра, условно говоря. Выкладывайся по максимуму, по максимуму сегодня. Вот об этом эта карта. Это карта того, что я не боюсь, я иду вперед, я хочу это делать, у меня получается. Я не боюсь, там, я готов рисковать. Мне не страшно, что там со мной дальше произойдет. Я готов что-то новое пробовать. Знаете, вот такая карта, такая детская непосредственность. Вот так можно выразиться. Так, еще одна из этой колоды карта. Интересные у вас такие карты, но очень хороший прогноз. Опа, семерка, что это у нас? Жезлов. Смотри, состояние. Пошел вон отсюда, говорит ему. Пошел вон со своими этими бумагами, не мешай мне. Вот такое у вас состояние будет по этому. По дураку поэтому, да, что-то хотите начать, что-то себе там сам на уме, некогда вам заниматься там чужими какими-то этими делами, кому-то помогать, что-то делать, будете концентрироваться на себе. Вам надо сконцентрироваться на себе и отстоять свои границы. Еще, кстати, вот это очень хорошо карта говорит про то, отстаивайте свои границы. Если кто-то захочет, знаете, вам прийти и начать там, ой, ты неправильно делаешь, это не то ты делаешь, это ты не туда делаешь, не в ту сторону, не так ложишь, не так рисуешь, не так зарабатываешь, не так стоишь, не так сидишь. Вот это здесь карта говорит отстоять свои границы и послать к чертовой бабушке человека, да, или ситуацию, или что, любое, что хочет нарушить ваши границы. Вот это очень важно, иначе вас собьют просто с вашего пути, со своими советами, со своими наставлениями, со своими вот этими всеми, кто знает, как лучше, да, есть такие люди, которые вот это начинают по мозгам ездить и не дают сконцентрироваться, поэтому важно в августе львы отстаиваем свои границы, вы это умеете, но карта еще раз намекает, что как бы, ну, не расслабляемся.
Так, следующая колода это у нас эти провидцы, Таро провидцев. Смотрим, что эти провидцы сейчас вам скажут. Так, выбор, двойка жезлов, карта выбора, карта решений. Какой-то постанете к концу месяца, встанете перед выбором каким-то, львы. Что-то будете выбирать. Может быть, вот из-за того, что кто-то попытается нарушить ваши границы, здесь выбор стоит в пользу себя, или в пользу ситуации, или в пользу работы, или ну, что-то вот такого характера. Но здесь, видите, нарисовано глобус, вот этот вот нарисован. Глобус и машинка нарисована. Это, знаете, еще может быть выбор, куда поехать, куда рвануть, куда свой путь проложить. Вот таким вот образом. Может, это не обязательно, конечно, какой-то поездки, отдыха касается, но может выбор работы, выбор, может, переезда, может быть, куда-то будете переезжать в какую-то квартиру новую, знаете, может, что-то в другую страну, в другой город, ну, такого характера. Что-то больше касательно про поездки. Но если не про поездку, то про выкладывание дороги своей будущей жизни, да, как вы ее видите дальше, чем вы будете дальше заниматься, куда вам, может, у вас встанет выбор между, если вы откроете что-то свое, и у вас станет выбор между работой и между личным делом, и вы будете выбирать свой путь, да, дальнейший жизненный путь, куда мне идти, где мне будет лучше, или мне на дядечку работать, или мне все-таки на себя работать. Вот это вот у вас такого характера, могут какие-то мысли закрасться, что вам лучше делать, будете сидеть, выбирать, думать, перебирать. Еще карта из этой колоды. Влюбленные, ой, люблю эту карту. Карта влюбленные может говорить про хороший контракт, про хорошее предложение. Рядом с картой выбора, да, может вам какое-то будет предложение. Вот вы, может, начали свое дело, что-то чем-то занимались, и тут вам пришло какое-то предложение выгодное. И вы думаете, принимать его, не принимать. Это абсолютно точно будет какое-то предложение к концу, ближе к концу месяца, львы. Что-то такое у вас будет, знаете, может, будете выбирать между двумя мужчинами или двумя женщинами. Это тоже такое может случиться. Может, будете выбирать между партнерами какими-то или какими-то предложениями рабочими будете. Вот что-то будет у вас где-то, какой-то выбор. Поэтому сейчас еще захотелось мне что-то одну карту достать. Не знаю почему. Девятка жезлов. Девятка жезлов тоже говорит про то, знаете, это такое вот состояние, какое-то выгорание, что как будто бы вы будете закрываться. И от того выбора буду делать, как хочу. Знаете, вот такое вот какое-то у вас будет желание интересное, львы. Потому что девятка жезлов это такое еще попробуй до меня еще доберись, меня еще надо заслужить, чтобы со мной быть, или чтобы я у вас работала, или чтобы я вообще как-то с вами контактировала. То есть такое у вас будете еще, так знаете, повышать планку, и что не надо мне тут ля-ля. Или эта карта советует даже, если у вас не такое состояние, то карта советует, знаете, защищать свои границы, поставить какую-то высокую планку и хорошенечко перебирать этими предложениями, не хвататься за все попало, за первое попавшееся предложение или за первого попавшегося мужика, то дело такое. Вот. Поэтому очень хорошая карта такая, знаете, чтобы себя как-то вытянуть себя, вот хорошенечко так подумать. Вот это еще карта такой, знаете, где можно обдумать надо стратегию, присмотреться, надо мне это, не надо, то есть вот поставить свои границы, да, вот этот забор выстроила себе и смотрит, видите, как она из-под лобья там присматривается, надо оно мне или не надо. Вот хорошая карта присмотреться к своим, так сказать, к предложениям, которые к вам поступили, вот так вот можно выразиться. Все, собственно, львы, я вам так хочу сказать, что у вас очень хорошие карты, рабочие такие, у вас там будет простоять границы свои, проначать что-то новое. Никаких таких у вас событий прям супер-мега предупредительно страшных нет здесь. Все хорошо, все стабильно, все благополучно, поэтому нечего переживать. Август пройдет замечательно. В каких-то выборах, поездках, планах все будет как положено. Все, львы, целую, обнимаю, бувайте.